Три печки рядышком. Добрыня, Василиса и Ярила. Очень легко посмотреть, как они отличаются размерами. Две печки длительного горения, одна печка активного горения, которая под баню у нас идет в основном. Тут есть одна фишечка. Очень неожиданно выросшая из печек длительного горения. Это то, что можно вот так вот дополнить печку этим модулем. И тогда всем, кому вдруг хочется пожарче, могут легко этот вопрос реализовать. Получится вот такая вот замечательная штука. Уже опробована в действии в банном режиме. Офигенно создает такой турбозажигающий режим. Прогорает, правда, все очень быстро. Но температура поднимается дико. Вот три печки. Справа, соответственно, Добрыня, посередине Василиса и слева Ярила. Вот для сравнения, это печка Ярила и печка Василиса. Печка длительного горения. У них, в принципе, совершенно одинаковые объемы камер. Разная геометрия. Как бы разные экраны. Разная динамика. У Ярила поддоны, поддув снизу. В Ярила реализована нормальная схема колосников. Вот это вот печка длительного горения. Она типа подовая, у нее нет колосников. Очень хорошая печка. Все ТТХ выложу, напишу. Вес, размер. Вот это уже серийные образцы. Сверху прекрасно садится наш штатный теплосъемник. И здесь он очень к месту, потому что отнимает тепло с трубы, чтобы отапливать палатку, а не природу. Вот это вот наш Добрынюшка. Такой весь из себя. Собаки сейчас тут разлаются, как обычно, вовремя. Вот. Он по как бы объему печки чуть-чуть больше, чем Горыныч. И он выполнен как печка тления-горения. Вот Василиса, вот Добрыня. Соответственно, вот они. Добрыня на 10 сантиметров короче топка, чем у Василисы. Печки тления-горения. Печки длительного горения. Очень мне понравились. Мы их зимой тестировали. Есть об этом видео на канале. Вот они уже в таком своем окончательном виде. Мы с удовольствием их всем предлагаем. Все ТТХ напишу внизу под видео. Легкие печки очень хорошие.